Всем огромный привет! Вы на канале Вечное Лето, и сегодня вас ждет очень интересный выпуск. Как вы знаете, мы с Сашей купили 2 квартиры в Таиланде, и многие нас спрашивают: ребята, а почему вы в них не живете, почему вы снимаете? Все дело в том, что эти квартиры в стройке. И сегодня мы вам покажем процесс строительства наших домов, посмотрим сами, на каком они этапе. Но сперва мы зайдем в гости к Оле, которая помогла нам купить эти квартиры. Она занимается продажей недвижимости в Таиланде уже много лет. Мы много лет с ней работаем, снимаем. К сожалению, мы пропустили грандиозное открытие их офиса. Мы не смогли приехать, были в Саратове, у нас там были дела. Но сейчас мы зайдем и посмотрим новый дом галереи недвижимости. Заходим. Приветики! Приветики, Вот приветики. она, красотка. Привет. Красотка. Как дела? Я слышу, какая хорошая. Хорошо, все. Поздравляю с открытием. Видели, Спасибо. как было красиво, грандиозно. Привет, Я Саша. знаю, сколько сил вы на это потратили. Ой, до сих пор тратим мы нервные клеточки. Зрители спрашивают, как твои дела? Ты в Таиланде? Что делала летом? Как работа? Я в Таиланде, отпуска не было. Лето работали, зиму работали. А лето у меня была в Москве, в московском нашем офисе принималась. Сейчас мы все лето готовили открытие здесь офиса. Хорошее дело. Ну как? Роскошно. Мы вообще здесь уже были, на самом деле, когда только Ну приехали. я еще не опросила, как вам? Да, еще не опросила. Роскошно. Как вечером красиво офис подсвечивается. Все выдержано в твоем стиле. Такие большие классные макеты. И вообще, Оля, само здание отпад всего. Сколько тут этажей? 4 этажа получается наверх, и у нас есть 1 этаж подземный. То есть, по сути, это 5 этажей. Вот это называется рост. 1 этаж, 2 уже там у нее Да. 5 этажей. Да, но на самом деле это был очень большой шаг, это покупка в собственность, то есть это наша собственность. И наконец-то, да, никто больше там не придет и не скажет: уходите там, или да, вот, а что по срокам, а давайте поднимем аренду. Вот я как раз было- хотела спросить, почему ты переехала в этот офис? У тебя же был, буквально по Да. соседству. Я очень вообще давно хотела и мечтала о своем офисе в собственность. Я все не решалась, потому что, да, это совсем уже другие бюджеты, это довольно-таки сложно найти, да, тем более что-то вот в проезжей локации, в хорошей. И у нас был прекрасный офис на 2-м Джамтьене, Да. да, все его знают. И к нам стала заходить собственница, и она вот так вот просто заходила, так вот начинала все осматривать и говорит: ну вот, а вот здесь вот это можно сделать, вот это можно. И я просто такая на нее смотрю, думаю, а что вообще происходит? А у нас в августе заканчивается контракт, то есть когда нужно его переподписывать и продлять. А она решила, что она этот офис, что мы тоже, да, как, наверное, подраскачали, отдаст своему сыну. И у нее теперь сын там сидит, он закончил университет в Бангкоке, он юрист и риэлтор. И вот теперь там в нашем же офисе там что-то сделали, они открыли офис себе. Понятно. И И нас ты уже сказали: поняла, «До что свидания». пахнет жареным, и надо... Да, я поняла, что пахнет жареным, меня это на самом деле так вот, ну, разозлило и простимулировало, потому что, да, ну, это было очень тяжело, когда ты сидишь, работаешь, и постоянно какие-то тайцы, да, стали заходить, что-то смотреть, что-то планировать. А на самом деле я потом к ней подошла, я говорю: слушай, она говорит: ну вот, я не знаю, ну, может, цену тебе поднять, да, чтобы ты осталась, или еще что-то. А я так, ну, на этом фоне разозлилась, что поехала что-то смотреть, и случайно, вообще крайне случайно произошло это дело. Такое было случай. Я нашла вот этот офис. Это раньше офис был застройщика. Комплекса Аква. Комплекса Аква, да, Айрос. И у них здесь висела вывеска Urban Property. Я смотрю, вывеску сняли, мебели нету, а ничего не висит, да, там ни for sale, ни for rent. Думаю, блин, ну нам же идеально подходит. Да. Надо как-то вообще найти куда-то, как-то. И вот мы нашли контакты собственника. Собственник не стал разговаривать, да, что тоже было так интересно мне, с иностранцем. Он говорит: я буду общаться с тайцами. Вот наши тайские, ну, партнеры мои, то есть юристы, они связались уже с собственником, и мы смогли договориться. Понятно. Поздравляю еще Спасибо. раз. Очень красиво. Мне Желаю кажется, успехов, у меня до сих пор процветания. еще нету понимания, потому что это было так сложно, это я вам быстро все так рассказала, а на самом деле это была просто нереальная работа всех вот в такой вот коллаборации. Ну, показывай, что у тебя тут есть. Большая прихожая, так У сказать. нас есть гонг. Это мне девочки мои подарили на открытие офиса, менеджеры. Это ты так стучишь, говоришь: рабочий день И окончен. мы так сделки отмечаем. А. Вот сделка закрылась, клиент новый пришел, мы бам, стучим. Кстати, вот девочки, можете А дай-ка мне эту познакомиться штуку. с девочками Давай, тоже. что в этом сезоне было так. Просто целый день Чтобы не стучат. умолкали. Да, знакомься с Знакомьтесь с девчонками. девочками, да, это наш Девочки, менеджер привет. Александра Попова. Саша, можешь сказать пару слов о своей работе нашим клиентам? Откуда ты? Из какого города? С Хабаровска. С Хабаровска. Давно в Таиланде?
Больше 3 лет. Больше 3 лет. Алиночка, ты откуда? Рассказывай. Привет. Вообще я из Нальчика, но в последнее время жила в Москве, в Таиланде уже около 3 лет. В общем, вот такие девочки вас будут встречать на ресепшене. У нас еще есть и девочки, и мальчики, но просто сейчас половина отсутствует. Ну, мы вам покажем дальше, по мере прохождения по нашему дворцу. Мне нравится, Будем что высокие знакомиться с потолки, людьми. очень классно. Свежо, Оцените хорошо. люстру. Люстра роскошная, вообще красивая, в стиле лофт. Полный handmade. Да ты чё? Да, вообще все, что здесь есть, на самом деле, ну вот вам, да, здесь детальнее видно, я не знаю, как это видно будет по камерам, то есть это вот вообще 3D дерево висит, да, с подсветкой, оно огромное, на 3,5 метра. Вот эта люстра, это просто высоко, она 2,70 размером. Ого. И это все делалось вручную под заказ, ну вот здесь вот компании. Оля, кто был на открытии? Я видела, было очень много застройщиков, из администрации даже кто-то был. И вроде как из иммиграционного офиса мне сказали, что даже были Но представители. здесь было очень много гостей, да, у нас, и как раз-таки были приглашены застройщики города, были приглашены наши тайские партнеры, да, вот как раз кого ты перечисляешь, то есть это те люди непосредственно, с кем мы коммуницируем, с кем мы работаем по ведению компании, да, это мои все тайские партнеры здесь были. Ну, и нас очень много людей поддержало, это так тоже для меня было интересно, и по моим ощущениям, я говорю, почему у меня до сих пор, видно, нету принятия вот до конца, да, что мое, классно, все получается, потому что я стояла, смотрела на всех застройщиков, их было здесь порядка 20 компаний-застройщиков, и я вспоминала открытие своей первой выставки. Когда я открывала свою первую выставку, помнишь, да, Да. вот там на Сухумвите, я бегала за всеми застройщиками, да, я приглашала их в гости, я говорила, что вот, смотрите, ну мы открываемся, то есть приходите, будет классно, то есть я буду продавать недвижимость, мы будем сюда привозить людей. Они такие меня смотрели, типа, ну, иди. И вот Мы это. очень заняты. Да, у меня аж мурашки. Но и вы же не это. знаете, когда, мы все равно заняты. И вот это открытие, да, когда я просто вот так вот открываю лист людей и думаю, блин, вот перед кем бы извиниться, да, что извините, но Ага. вот вы придете ко мне, да, уже после открытия, потому что, ну, помещение не позволяет, да, там больше 100, допустим, человек, и это совсем разные эмоции. Вот я стою здесь, да, на открытии, и передо мной стоят все просто топовые застройщики города, они говорят, да, какие-то тебе слова. Да, я смотрела видео. Да, речь, и я просто вот, я до мурашек, думаю, как все поменялось, то есть какой-то большой был путь. Сколько лет на это ушло? 10. Это было ровно 10 лет назад. Я в июне, получается, открывала 10 лет назад выставку именно там, и вот в августе мы открыли здесь. Приглашаю вас осмотреть дворцовые палаты. Пойдемте по всем этажам посмотрим, что они тут сделали. Туалет у нас есть. И с той стороны. Вообще здание поделено на 2 крыла. Вот мы сейчас с вами по одному крылу поднимаемся, а можно также по второму подняться. У нас здесь большая переговорная зона. Здесь сделки заключаются. Здесь сделки, здесь консультируются клиенты. И здесь, Здесь наверное, собрания собрания, проводятся, да? Также сейчас вот здесь на 2-м этаже макеты не стоят, но у нас едут макеты с Пхукета. Ну, это То есть, да, мы здесь будем представлять и Паттайю, и Пхукет, чтобы как раз в одном месте все посмотреть. Поэтому тут еще появятся макеты с Пхукета. О, смотри, мы дарили тебе до сих пор здесь. Еще с первой выставки. Да, я с ней спасибо. переезжаю, я никуда ее не убираю. Вот, Причем, ты знаешь, я его сначала поставила к себе в кабинет, а у меня тайцы, то есть мы все как положено, естественно, у нас был обряд здесь и монахов. И после церемонии монахов моя тайка подходит ко мне и говорит, вот это надо сюда, вот это надо сюда. Она еще переставила на те места, где это должно стоять. Это вот наш сертификатики, наградики. Ну, здесь все не поместилось, я просто... А я так вот видела внизу награда основные- за продажи Embassy, которую мы получали на открытии Да, проекта. на Embassy Life. Вся жизнь Пойдемте дальше. Смотрите, ну, даже стулья фирменные фирмушные. и просторно. Тут можно жить. Тогда у этого здания даже есть разрешение, что это можно проживать, сдавать. Здесь как жилое помещение. Здесь у нас менеджеры, да, то есть это как раз-таки офис продаж. Вот сидит наш Здравствуйте. видеограф. Это наш Привет. менеджер отдела аренды Данил. Мы потихонечку пытаемся возобновить работу отдела аренды, поэтому как только мы всех сразу оповестим и порадуем непременно. На 4-м этаже сидят наши тайцы все. Но сейчас у них закрыт юридический отдел. Вот здесь у нас тоже дополнительный офис. Это мой кабинетик. Ну, мы здесь уже тоже были, уже болтали. А пойдемте я вам что покажу. Пойдемте.
Пойдемте. Выходим Так, и смотрим на стройку своей квартиры в Копакабане. посмотрите, как строится комплекс Копакабана 2, Coral Reef она называется. 22, по-моему, этажа уже построено. У нас, кстати, на 21 этаже, так что наш, получается, уже построен. Уже построено 24 этажа, 24. получается. Да. Ваш этаж построен. У вас, получается, С08 Да. стояк, вот он, получается, предпоследний от вот этой башенки. Я, кстати, думала, что дом будет больше, и мне нравится, что он именно таких размеров. И я почему-то думала, что наш блок будет более завернутый, вид на Ocean Drive, а получается нет, он немножечко повернут ближе к морю и вид на море. Еще лучше, чем я ожидала. Это приятно. Да. Видите, как удобно, можно смотреть за стройкой. Все прямо отсюда. подконтрольно, все подконтрольно. Первым делом хочу показать вам макет комплекса, в котором мы купили квартиру. Это была наша первая покупка. Сперва мы купили в Embassy, а потом уже в Копакабана 2, потому что она вышла позже, чем Embassy, продажи открылись. Вот посмотрите, вот такой красивый резорт. Резортов сейчас, кстати, в ПТЕ строится все меньше, потому что для резорта нужен большой кусок земли, а земля дорожает. Я даже слышала, мне кто-то говорил, не ты, что в 2 раза цены на землю в ПТЕ поднялись за последние 1,5 года. И продолжает дорожать земля очень сильно. У нас квартира в комплексе А, вот этот А-блок, он самый крутой, потому что он с инфраструктурой. У него на крыше вот эти вот джакузи, сауна, вот этот хамам. Кинотеатр там Кинотеатр даже. Посмотрите, у нас будет вот с этой стороны квартира с видом на Колан. Я помню, мы выбирали, какой вид взять, на бассейн или на море. Конечно же, взяли на море. Да, их там было очень мало квартир, вы прям у нас успели. Несмотря на то, что мы покупали на преселе, уже оставалось мало квартир. Мы пока деньги все собрали на первый взнос, уже не было такого количества предложений, как в самом начале, но все равно по хорошей цене взяли. Да, вы взяли очень по хорошей цене, почти, да, там на самом преселе, там, может быть, было одно подорожание цены, а проект на сегодняшний день практически весь распродан, там минимальное количество осталось на иностранную квоту, проект сильно подорожал, он пользовался огромным спросом, потому что ты, вот, я говорю уже как эксперт, вообще в последнее время на рынке в основном все предложения – это высотные проекты из-за того, что очень дорогая земля. Но вот Embassy после успеха данного проекта запустили второй проект Embassy Life, тоже в крутой локации, но они уже совместили в себе высотку, но резортного типа. То есть это будет высотка типа резорт. То есть большая, но вот таких вот 8-этажных зданий сейчас практически никто не предлагает. А еще Embassy очень часто, потому что зрители задают вопросы, кто будет управлять, да, какой будет сервис, а что. Embassy ввели у себя консьерж-сервис. Что это такое? То есть каждый собственник или каждый долгосрочный арендатор данной квартиры в корпусе А будет главный ресепшн, где будет консьерж-сервис. Вы можете заказать няню, водителя, такси, поездку там, если нужно по больнице, да, подскажет, то с детьми, сдать квартиру в управление, заказать уборку, то есть подключить систему умного дома, да, как она здесь будет. И у вас это все будет в телефоне программой, то есть и каждый собственник будет иметь туда доступ. Вот пойдемте посмотрим в макет новый Embassy Life. Embassy Life 2, он вообще инновационный проект, у него будет огромное количество инфраструктуры, инноваций очень много, да, но мы это более посмотрим с вами в шоуруме, я хочу, чтобы вы это увидели, но у нас у единственных в городе, у первых, появился вот такой вот макет, где мы с вами можем походить по каждому этажу, посмотреть детально, да, где что у нас с вами будет. Есть вот квартиры вот со своей террасой и лежаками. Посмотрите, Да. как красиво. Есть квартиры, вот так можем посмотреть с вами полностью дом, можем Джакузи посмотреть на балконе. Вот это уровень. квартирочку. Мы взяли квартиру в комплексе Embassy, потому что в первую очередь мы ориентировались на застройщика, чтобы точно все достроили, чтобы точно было высокое качество, чтобы точно было все как на проекте, без сюрпризов. Надежный застройщик Matrix, который Embassy построил, у него сколько? 16 завершенных комплексов в Паттайе. Они были первыми, кто вообще начали строить резорты, то есть с них начался, да, вот этот вот бум строительства резортов в Паттайе. Системы бассейнов, Первый проект, да, это был Park Lane, потом Paradise Park, потом был Amazon Residence. Потом Мы во они всех строили, практически жили. да, на Братамнаке, Art on the Hill, высотный проект The View.
То есть они очень много построили, вот сейчас они называются Empire Group, да, застройщик, у них был такой небольшой ребрендинг. И очень многие нас дергали, я знаю, да, что и вас дергали зрители, подписчики, кто купили в Эмбасси квартиру. Вот, стройка не начинается, когда, и все, да, так вот это вот в нервном напряжении немножко были, когда. И сейчас мы с вами обязательно, да, посетим стройку, потому что я из окна у себя с ривьеры каждый день, то есть я вот так вот будю, вышли на работу, да, выходной, не выходной, строят. Они начали строительство в июне, и на сегодняшний день у одного корпуса уже построено 4 этажа, другие корпуса построены на 3 этажа, то есть они очень-очень быстро строят, там не останавливается стройка ни в выходные, да, я смотрю, ни Для в меня какие... это как бальзам на душу. Да, ни в какие праздничные дни. Я все-таки надеюсь, что вы тоже в ривьере поселитесь, да, и будете нет-нет выходить на балкон с той стороны. У вас будет на море, конечно же, видно, но там есть балкончики. Все свободное И время будем с будете на контроле, да, раз в месяц снимать. Ну и вот ваш проект Копакабана. Да, мы с окна уже посмотрели, как он строится. Тоже Копакабана идет с опережением, она очень быстро строит. Вторая квартира у нас здесь. Как я уже говорила, не знаю, смотрели вы или нет, если не смотрели про покупку квартиры, посмотрите, мы ссылку оставим. Мы изначально хотели взять двухкомнатную квартиру в этом комплексе, но так долго не анонсировались продажи, что мы подумали, а вдруг в этом году вообще не анонсируется, а у нас как бы деньги лежат, нехорошо, что они лежат, мы все равно хотим квартиру, давай посмотрим другие варианты, и вот нам очень понравился Эмбасси, взяли там. Когда мы взяли там, буквально через несколько месяцев старт продаж Копакабана 2. Есть хорошие предложения по первым ценам. И мы такие, ну давай возьмем здесь. Получилась не одна большая квартира, а 2 однушки в разных комплексах. Ну, возможно, так и лучше, потому что... Я все время говорю, зачем складывать яйца в одну корзину? Да, я тоже это хотела сказать. Это 2 абсолютно разных проекта. И тем более мы хотим сдавать в аренду. Многие спрашивают, что вы будете делать с этой квартирой? Перепродавать, жить сами? Мы будем сдавать в аренду, потому что у нас большая аудитория зрителей, которые нам доверяют, которые постоянно спрашивают, где арендовать жилье в Паттайе, и как приятно свое предлагать. А еще, да, я бы вот хотела сакцентироваться именно на этих 2 проектах, да, раз уж мы коснулись вопроса аренды. Да. Потому что очень часто клиенты, да, естественно, берут для инвестиции. Мы не занимаемся краткосрочной арендой, но сейчас мы это все вернем. То есть, да, я сейчас в процессе полностью формирования отдела аренды, потому что у нас скоро достроится комплекс Гранд Соляр, который мы тоже с вами показывали. Очень красивый. Кто там купил, молодцы, хороший комплекс. Там уже идет внутренняя отделка, да, они немного задержали строительство, даже не буду лукавить, но не дольше того, чем положено по договору. То есть у каждого застройщика, я тоже это всем напоминаю, от сроков окончания в договоре есть еще 12 месяцев по закону на ввод здания в эксплуатацию, да, и на доделку. Так вот, я к чему вела, что вот у этого проекта будет свой консьерж-сервис. То есть если вы вдруг, да, не хотите сдавать с агентством, или у вас есть какие-то, да, то есть сомнения, переживания, здесь консьерж-сервис задаете, да, через него и полностью в онлайне получаете всю отчетность. Проект Копакабана. Вот на сегодняшний день в первой копе вы же там тоже жили, то есть да, там постоянно все занято, и сформировалась такая история, что по аренде, да, спрашивают, а сколько стоит, а какая будет цена, какая гарантия дохода. У каждого проекта она, да, разная, она варьируется от спроса, от вообще, да, инфраструктуры. Вот, допустим, в первой копе четко, если квартира там 29 квадратов, она стоит 29 тысяч бат, если квартира 35 квадратов, она 35 тысяч бат. То есть примерно арендная ставка в первой копе была 1000 бат за квадратный метр. Легко посчитать. У нас получается там 35 квадратов или 34,5. Я думаю, что вот они будут также стоить, да, хотя это у нас была первая линия, может быть, да, это будет дешевле, но берем тот факт тоже, что очень мало сейчас нового жилья, то есть из того, что вот недавно сдалось. У нас недавно, да, сдался на севере проект Таром Вангамат, но там минимальная стоимость квартир с одной спальней 70 тысяч бат на долгий срок. То есть это один из самых дорогущих проектов. Также сейчас будет скоро достроен Аром Джамтьен, вот здесь на первой линии, это тоже высотка класса люкс. Там будут также цены, я думаю, 50, 60, 70. Все-таки жилье в Паттайе ощутимо дорожает, и Паттайя развивается. И здесь будет проходить вот этот фестиваль, помнишь, электронной музыки? Tomorrowland. Tomorrowland. 4 года подряд он будет возле Паттайи. Ну, там в районе, да, на целом стадионе. Кстати, очень огромном. многие спрашивают про этот фестиваль, да, все следят, ну, кто вот любит эту электронную музыку, тусовки, мы тоже ее любим, мы туда тоже с вами пойдем. В феврале уже начнут продавать билеты, то есть поэтому не пропустите вот этот первый там такие старт продаж. декорации. Да, они начинаются с продажи в феврале. Если кому-то нужна будет помощь, да, какие-то ссылки, да, вы нам пишите. Мы как-то пост, да, подготовим, я думаю, во всех каналах, да, где это все можно взять. Хорошо. Котиков, я думаю, бесплатно пустят. Мы нарядим какие-нибудь рожки. Пойдем с детьми.
Да. Это, покажи нашу квартиру. Вот у нас 21 этаж, ну тут, наверное, У так вас трудно посчитать. С08 получается. Вот мы с вами отчитываем по балконам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот этот вот стояк получается. И там сдается квартира с мебелью, с техникой, со всей отделкой. Копакабана сдается полностью под ключ. У них даже включена текстиль, постельное белье, подушечки, занавески. Так приятно, перечисляй. Стулья, столы, вся бытовая Это знаете, как все техника. дорого покупать, особенно если хочешь, На чтобы было в самом- едином стиле все. На это самом капец. деле это тоже есть такая уловка у застройщиков, у некоторых, да, есть проекты, которые на старте типа, ой, там цена минимальная, там 2 миллиона бат, и все такие, вот, ну, конечно, там же дешевле, чем, допустим, да, за 2,5 студию другого застройщика, а ты им говоришь, так она пустая, сдается. Сколько сейчас на ремонт? По цене квартиры обычно хороший Это ремонт с очень, установкой. очень недешево Мгм, укомплектовать если так. квартиру, потому что ты должен купить весь мебельный пакет, текстиль, да, то есть и так в какие-то квартиры приходится все равно докупать декор, посуду, это тоже, да, все затраты, поэтому внимательно тоже, когда вы смотрите на цены, уточняйте, то есть это полностью все сдается, да, под ключ квартира с мебелью, с техникой или же нет. Мгм. Мы хотим пойти еще показать стройку поближе и зайти в шоурум, чтобы посмотреть квартиру. Я хоть ее уже видела, но мне надо кое-что уточнить. Я тоже свою пойду проверю с Да, бассейном. Оля тоже там квартира, но у нее покруче, с бассейном и с видом прям вот на море. Да, у меня тебя воз- вот в этом У блоке. меня вот в этом блоке, да, вон, нет, у меня он в том блоке, вон они, где висят бассейны. Значит, встречаемся вот здесь. Нет, лучше в твоем бассейне Ну, встречаемся. можно сразу в бассейне на 44-м, по-моему, этаже, да. Вот. Ну вот видите, ваша квартира уже построена, а моя Ха-ха. еще нет. Вот. Я еще нервничаю, вы можете не переживать. Поехали, посмотрим стройку, Всё, шоурум. вперед. Мы приехали к шоуруму, сейчас на парковке. Зайти на стройку нельзя, только строителям. Поэтому мы, как зрители, можем наблюдать со стороны. Вот, я отчетливо вижу цифру 24. Таким образом, они показывают, сколько этажей построено. И это 24, а будет 56. Представляете? Еще столько же и даже больше. И на самом верху бассейн. Потом вот на этом выступе бассейн. На первом этаже бассейн с искусственными волнами, с песчаным пляжем. Ой, А вообще вы были такая в том красота. году, мы снимали, была построена, по-моему, только парковка, да? Да, мы заходили, только вот это, смотрели. не было этажей еще. Слушай, а я хочу залезть посмотреть, мы как раз сейчас с вами пойдем в шоурум, чтобы, да, это вот к тому, что часто говорят, ой, а что там по квартирам, продаются, не продаются. На самом деле на сегодняшний день очень мало осталось, в принципе, предложений в прайс-листе. Мы вот так с вами можем увидеть. Смотрите, вот все, что синее закрашенное, красное закрашенное, оранжевое закрашенное, это все продано. То есть комплекс очень быстро распродался и подорожал. Но мы об этом в шоуруме поговорим, я вам сейчас это покажу. Но стройка вообще впечатляет. Чтобы вы понимали, вот первая Копакабана, в которой мы жили, с бассейна которой снимали видео. И прям через дорогу вторая. Это еще район Джомтьян. Многие переживали, да, что вот это крыло, как и ты говоришь, будет Да. перекрыт вид ближайшими проектами. Посмотрите, на самом деле, насколько, да, большое расстояние между вот Ривьерой и Копакабаной, и как она повернута. То есть, ну, вот про что я говорила, будет панорамный вид на город и на море. То есть вид ничего не перекрывает. Вот она вот так вот у нас стреляющая с нами идет. Ну, пойдемте в шоурум посмотрим. А пока мы идем, быстренько скажу. Мы, когда с Сашей решили купить квартиру в Таиланде, мы тоже думали, какую взять, вторичку, там, новостройку, что будет максимально выгодно. И решили на семейном совете, что если уж брать, то хорошее. В этой жизни мы придерживаемся такого принципа, это касается всего, и машин, и каких-то вещей, и сантехники. Если уж брать, то хорошее. Самое большое, да, основное отличие, правильно ты говоришь, нового жилья, да, от вторичного жилья. То есть в чем вообще плюс новостройки? Что это новенькое все, да, вы Да. первые, то есть все красивое, все современное и беспроцентная рассрочка. Вторичка тоже бывает классная, да, есть вторичка, она очень выгодная, есть красивая, да, не сильно там ушатанные квартиры, но главное отличие – это сразу 100% оплата. У нас, кстати, не было столько. Ну и вы не новенькие будете там. Да. Шоурум – это лицо проекта. По шоуруму можешь понять, в каком стиле уже будет проект, из каких материалов он будет. И посмотрите, когда заходишь в этот шоурум, ощущение, будто ты заходишь в роскошный отель в Бангкоке или где-то в Дубае. Сразу виден вот этот уровень, люкс, так сказать, как будто заходишь в Cartier. Увеличенный макет. Да, посмотрите, какая красота здесь.
Слушайте, а насколько все-таки, да, масштаб вообще? Вот я сейчас смотрю на вот эти колонны, которые будут декоративные. Вот мы сейчас с улицы снимали стройку. Насколько они огромные. Огромные. Здесь они кажутся, да, ну вот колонночка. Вот этот То есть бассейн с какой искусственными масштаб? волнами, о котором я говорила, песчаный пляж. Посмотрите, удобный паркинг. И вот это все внизу, получается 4 этажа, это все парковка для жильцов дома. Она бесплатна. У нас паркинг в Саратове мы узнавали в доме подземный 1 600 000. Мы не стали брать, мы купили гараж. Как полквартиры. Да, а здесь он 600. входит в стоимость. То есть помимо квартиры ты получаешь сауну каждый день, хамам, пляж, бассейн, там еще тренажерный зал. Очень крутая инфраструктура, самая шикарная инфраструктура. Вот мне, кстати, сейчас очень понравилось, как ты сказала, да, что помимо квартиры, потому что очень многие задаются вопросом, да, но я тоже все равно же слежу за комментариями, да, там смотрю за всем, а типа, а зачем? Ну, квартира и квартира. Здесь не просто, то есть любой объект недвижимости в Таиланде, да, в любом практически комплексе, это покупка всего сразу, сервиса. Это, да, вот как ты перечисляешь, сауны, хамамы, бассейны, тренажерки, то есть это все у вас в бесплатном пользовании. То есть это вы покупаете не просто квартиру, да, вы покупаете себе, как, ну, я не знаю, номер в гостинице, куда все время Да, приезжаете. причем высокого уровня. Давайте зайдем в нашу квартиру площадью 34,3 квадратных метра. Как красиво. Все, что вы здесь видите, самый приятный момент, идет в комплекте. Этот стол, стулья, декор, диванчик такой интересный. Когда анонсировался проект под названием Coral Reef, я почему-то первым делом подумала, что все будет голубое, оранжевое, как вот яркие краски кораллового рифа, такие рыбы на Я стенах. переживала за золотой цвет. Да, а я люблю золотое, я за это не переживала. Не хотела, чтобы было вот как из мультика что-то. Но здесь так все красиво, очень напоминает нашу квартиру в Саратове. Посмотрите, какая классная кухня. Цвет фасадов тауб современный, красивый, не надоедает, не крадет пространство визуально. Стиральная машина, микроволновая печь, вот эта вот плита, все такое современное, красивое. Так как мы кухню заказывали маме, я уже могу сказать, что очень хорошая кухня с доводчиками, со всеми делами. Раковина, кран классный, сантехника. Не экономят на отделочных материалах, что приятно. И большущий холодильник. По тайским меркам это прям большой-большой холодильник. А Вот. еще я хочу обратить внимание, да, вот мы сейчас с тобой ходим, перечисляем, что здесь будет в квартире, да, мы на этом акцентируемся. Очень часто, да, у меня этот вопрос задают клиенты, которые уже даже купили. Во всех договорах всегда, и у вас, да, также прописаны, что будет в квартире. То есть прописан полностью мебельный пакет. В каких-то договорах прописано вплоть до того, какие отделочные материалы, по-моему, КОП прописано, какой фирмы, какие кондиционеры. То есть это Ух ты. все всегда есть в контракте. То есть это не на словах, да, мы вам продаем квартиру, да, от застройщика и говорим, будем вот это, вот это, вот это. У вас все прописано в договорах. И, Оля, расскажи, как оплачиваются услуги агента в Таиланде? Актуальный вопрос сейчас спрашивают, хотя Да. уже рассказывали. У нас есть свой юридический отдел, у нас работает юридический консультант, который вас проконсультирует по всем вопросам юридическим, кому что нужно, и проверяет все документы. И точно так же клиенты, когда говорят, а сколько мы вам должны, а куда оплатить за ваши услуги, в Таиланде вы никакие услуги дополнительно за покупку квартиры риэлтору не оплачиваете. Агентство, агенты, все, кто официально работают, мы получаем свое вознаграждение от застройщика. Это не секрет. Вообще здесь рынок продавца. Даже потом, когда вы будете перепродавать квартиру, да, или на вторичке вы хотите продать свое жилье, тогда, то есть вы как продавец будете платить агенту. Поэтому, когда вы выступаете как покупатель, вы никому никакие дополнительные услуги именно по покупке не оплачиваете. Но получаете юридическое сопровождение сделки и решение всех вопросов, даже удаленно, находясь в России, что очень важно. Мы вот, кстати, покупали удаленно и первую, и вторую Да. квартиру. Я смотрю, да, вот сколько мы лет работаем, процентов, наверное, 80, мне кажется, сделок, они совершаются удаленно. Вот кто бы мог тогда подумать, да, Да. когда про это только-только начали говорить, что вот удаленные покупки, я тогда думала, как купить квартиру удаленно, это там не кроссовки заказать в США,
Это ж Ну, квартира. потому что такая система в Таиланде, что если вы хотите успеть на старт продаж, да, на пресейл, на самые минимальные цены, там же нету ни шоурумов еще, ничего, как правило. И нужно бронировать, а как, да, то есть Да. не может человек прилететь. Да и вообще смысла нету, да, по сути, если вы сделали решение, ну, в выборе, да, что мы хотим купить квартиру в Таиланде, вы можете все посмотреть онлайн. Мы проводим видеосвязь, да, то есть мы показываем по видео, вы можете поговорить вот так вот, что с нами, что с застройщиком. Все квартиры походить, посмотреть, пощупать. Если нет шоурума, то вот, да, ну, по картинкам, по рендерам. Ну, как правило, вообще, даже не как правило, сколько лет мы снимаем с тобой недвижимость? 10 точно. Ну вот мы же видели много проектов. Вот Да. все проекты, они соответствуют картинке. То есть Да. не бывает такого, да, что нарисовали одно, В Таиланде это исключено. а построили совсем другое. Это крайне вообще, не знаю, из ряда вон выходящие какие-то бывают случаи. Еще такой вопрос от зрителей. Квартира ваша, она в вашей собственности или она принадлежит Таиланду? В Таиланде все квартиры, которые продаются по иностранной квоте, это называется foreign name, да, то есть это буковки FN, эта квартира вашу 100% частную собственность. Это freehold, иностранная квота. То есть вы полноценный собственник и владелец квартиры. Вы точно так же ей распоряжаетесь, как в России, передаете ее по наследству и можете, да, то есть продавать, сдавать в аренду, то есть полностью распоряжение, как в России. И мы на своем канале с Олей уже много лет показываем самые топовые проекты от самых проверенных застройщиков и сами покупаем вот в таких же. Давайте выйдем на балкон. Отличительная особенность этой квартиры, в отличие от такой же по площади в первой Копакабане, это балкон. Мы когда снимали квартиру в прошлом году в Копакабана 1, там был балкон прям маленький. И я думала, что здесь будет такой же, потому что типовой проект, но нет. Здесь балкон прям классный. Посмотрите, какой большой. Здесь можно даже какую-нибудь лежаночку устроить и нам с Сашей для Персея. Стол со стульями спокойно, сушилка поместится. Вот он прям побольше, и это приятно. Так как у нас будет вид на море, будем здесь наслаждаться уютными тайскими вечерами. И давайте посмотрим спальню и санузел. Большая, мягкая, красивая кровать. Вот такой матрас. Зеркала у нас тут, вот эти все подушки красивые. Постельная тоже идет комплектация. Как текстиль облагораживает. Вот сюда положи какое-нибудь одеяло в цветочек, будет уже совсем не то. Оля уже который год зарится на эту шляпку у этого застройщика. Все-таки я ее заберу когда-нибудь. Когда-нибудь она будет твоя, поставишь на полку. Телевизоры тоже, шкаф. Посмотрите, многие спрашивают, а где шкаф? Вот шкаф. В прошлый раз я как-то не акцентировала внимание. Вот шкаф. И вот там вот спрятан кондиционер. Тоже приятно. Большие двери с хорошей шумоизоляцией. Санузел. Посмотрите, какая классная раковина. Все такое красивое. Зеркало большое. Сенсорное, кстати. И душ, и туалет. Душ, две лейки, тропическая и классическая обычная. Вот как вам цвет плитки? Вот по мне идеально. Не надоедает, с утра не раздражает. Прям вот очень-очень красиво. Хочется завернуться в белый халат и наслаждаться. Прийти с бассейна, с массажа. А мне еще нравится, что в этой квартире, да, несмотря на то, что площадь небольшая, ты акцентировалась на шкаф, на гардеробе, а я вот на вот этой полочке. Потому что очень часто, да, в Таиланде некуда поставить обувь, да, и вот ты заходишь, нет вот этого. Выставка шлепок как у ухода. нас, да. А что коридор-то у них нету, да, вот это. Мы привыкли, что у нас везде коридор. Здесь удобно, что помещается вот эта полка обувная. Оля, скажи, пожалуйста, в двух словах, как купить квартиру в Таиланде? То нужно просто обратиться к нам, да, написать ребятам, написать нам, мы поможем, у нас эксклюзивные условия по промокоду «Вечное лето», потому что ребята столько лет снимают, помогают, вам все это дело показывают, у нас всегда есть что-то интересное для подписчиков от вас. Ваши контакты. Вообще не меняются с годами. Пишите мне на WhatsApp +66 911 922 111. Ваша служба спасения в Таиланде. Пишите обязательно, то есть первые все запросы всегда обрабатываю я, а потом я переключаю на менеджеров, которые вам оперативно помогут по всем вопросам. Но не забывайте писать, что вы по промокоду «Вечное лето», потому что даже если вдруг какой-то акции нету у застройщика, мы обязательно что-то придумаем. Заходим в следующую квартиру площадью 71,5 квадратный метр. Ко мне в гости. Эту квартиру купила Оля, и она очень красивая.
Она, во-первых, больше, и это ощущается. Мебель такая же, только и стол побольше, вот и стульев побольше. И вишенка на торте в этой квартире – роскошный бассейн на балконе. Если вы не хотите плавать со всеми, то вы можете иметь приватный бассейн. В этой квартире он доступен, и он достаточно большой. Многие комплексы, заявленные как люкс, предлагают бассейн на балконе, но он такой малюсенький, это какая-то, не знаю, ванна на балконе. То здесь полноценный классный бассейн. Здесь даже есть такая зона для лежаков. Можете поставить еще какую-нибудь свою лежаночку и отдыхать в гордом одиночестве, в тишине и спокойствии. И на самом деле реальная зона вот здесь, она будет немножко пошире, это, да, в шоурум, то есть вставляли, ну, чтобы показать, как будет выглядеть бассейн. Вот бассейн настоящую длину, ширину, а вот эта зона, она будет намного шире. И также здесь еще, да, вот за вот этим вот столбом, здесь у нас как в шоуруме, будет дверь, через которую приходят работники, которые проверяют и чистят бассейн, чтобы не беспокоить вас, жильцов, да, то есть не проходить через квартиру. Все это делается через вот такие зоны. Красота! Оля, цена вот такой квартиры с бассейном, и остались ли они еще, потому что их было немного? Да, осталось пару квартир в продаже, там 2 квартиры есть на нижнем этаже, они стоят от 12,5 миллионов бат и выше, и есть 2 квартиры на высоких этажах, они в пределах 14, 15, 16 миллионов. Почему? Да, такой разброс зависит от этажности. То есть, соответственно, чем выше квартира, тем дороже, потому что с верхних этажей идет полностью панорама на весь город. Но я все-таки верю, знаю, что будет. Мы с вами вот здесь вот сядем, только уже в мою квартиру, и запилим вам новый видос, готовый Копакабана. Новоселье. Что ты планируешь делать со своей квартирой? Я не знаю. То есть я до конца не решила, что я буду делать. Она у меня была куплена по акции. У этого застройщика есть акция, что если вы оплачиваете больше, чем по контрактному платежу, у них стандартный график, это депозит, да, потом 40% это идет контрактный платеж, а дальше рассрочка, то у вас идет стандарт, да, цена. А если вы оплачиваете больше, есть опция оплаты 70% и 100%, то вы получаете дополнительную скидку там от 5 до 10%. Хорошая. Да, я покупала по акции, то есть я оплатила за нее 70%, то есть у меня нет, да, сейчас головной боли там платить вот эти вот ежемесячные платежи. Но я постоянно думаю, а что с ней сделать, потому что они классно сдаются в аренду, они в первой Копакабане такие квартиры от 100 тысяч бат, если на длительный контракт, да, там если это посезонно помесячно, то это там 120, 130, 140. Но, вы знаете меня, я свои квартиры не сдаю в аренду. Да. То есть у меня вот это вот себе для жизни, я не понимаю, мне кажется, она мне не подходит, потому что она маловато. У тебя больше сейчас. Да, но мне хочется, чтобы был бассейн. Поэтому я вот так вот все время на весах продать, не продать, продать, не продать, потому Подожди, вот сдастся. Да. Самую большую прибыль получают те, кто до конца ждет. Ну еще, да, я смотрю, то есть как она быстро строится, да, я понимаю уже, насколько, да, он подорожал, как идет стройка, то есть я думаю, что раньше однозначно они ее заселят заявленных сроков. Они же вообще, когда анонсировали проект, они говорили 28-29 год, Да. потом появился 28-й начало, теперь вообще во всех контрактах прописан 27-й год, да. То есть они очень быстро все это дело делают. Ну пойдемте, я вам покажу свою спальню. Пойдем. Очень красивая спальня. Я как этот кот на Таити. Это моя спальня, это моя кухня. Много друзей, мужчина. Да. Ну, все такое же. Спальня прям в точности, такая же, как у нас. Такая же кровать, такие же подушечки. А все квартиры, они здесь укомплектованы вообще абсолютно, да, типовыми мебельными пакетами, потому что это одна и та же компания, одни и те же диваны, кровати. Здесь все просто отличается по квадратуре. Вот видишь, как классно. Они закупают оптом, им получается дешевле. Вы же будете покупать, обставляться в розницу. Ну, если нет мебельного пакета в каком-то комплексе, это вообще невыгодно. Мне нравится вот это покрытие еще. Вот на нем не остаются пятна от воды. Ага. Ну, то есть это для таких вот, как я, которые все это разлили кругом, вытирать все лень, то есть пятен будет не видно. Ну, я тоже такая. И проход с гостиной зоны. Очень красивая квартира, мне нравится, площадь классная. И также есть балкон. Минуточку продемонстрирую. Видите, какая хорошая шумоизоляция. Стеклопакеты. Тоже лицо проекта. Сразу можно понять. Обычно на них экономят, потому что их не видно, на них ты не обращаешь внимания, когда смотришь. Но когда живешь, уже обращаешь. Тоже большой классный балкон. Мне кажется, он как будто еще больше, что ли. Здесь большой балкон, но здесь он не в настоящую ширину, он здесь будет чуть поменьше, вот так Ага. вот. Значит, как и у нас, как и в той. Это как в шоуруме, да, просто мы во встроенке стоим, поэтому он здесь такой. Красиво. Но шумоизоляция ты вообще отлично отметила. У нас под окном вы слышите, как гремит. Внутри ничего не слышно.
Мы переместились в следующую квартиру площадью 44 квадратных метра. Она больше, чем наша, заметно, ну и подороже. Здесь прям огромный холодильник, двустворчатый. Посмотрите, как устроено пространство в этой квадратуре. Даже вот такая красивая тумба здесь поместилась. И сейчас я хочу спросить у Оли, сколько стоит вот эта квартира 44 квадрата и вообще какой разброс цен в этом комплексе? От скольки стартуют квартиры самых маленьких квадратур? Специально открыла прайс-лист, да, чтобы не быть многословной. Мы с вами сейчас находимся в квартире, которая в корпусе А. Эти квартиры у нас идут 44 квадрата, и, кстати, застройщик предлагает объединение вот таких вот соседних квартир в одну большую. Поэтому здесь есть возможность объединения в 2 bedroom и в 3 bedroom. То есть застройщик еще такое предлагает. Минимальная цена на сегодняшний день такой квартиры на нижних этажах 5 900. Это получается вот у нас 7-й этаж. Все, что у нас с вами пошло выше, это 6 700, 6 600. Понятно. А 34 квадрата почем? 34 квадратных метра у нас с вами доступны минимально по 4,8 миллиона бат. Это как ваша квартира. Тоже обращаю ваше внимание, очень часто клиенты запрашивают прайс-листы. Вот, Саш, можешь прям увеличить? Есть цена красным цветом, написано за квадрат. Вот цена красного цвета конкретно в прайсе Копакабаны – это тайская квота. Все, что доступно на иностранную, вот подписано синим цветом. И вот наша квартира, которая 34 квадрата, минимальный ценник сегодня 4 768. Вот квартира в корпусе А, где мы с вами находимся. Это я сразу учу прайсом пользоваться. Вот все, что голубое, это у нас с вами иностранная квота. Это то, что доступно. Ну, как видите, продано много, но еще есть варианты. Также застройщик периодически устраивает акции. Есть квартиры даже с гарантированным доходом, но здесь я обращаю внимание, что еще доступные цены, да, то есть 4,8 на сегодняшний день на рынке, это очень хорошая цена. Хорошее время, чтобы зайти в этот проект. Он уже нормально так построился, как бы уже риски минимальные, точно. Да, это вот для тех, кто у нас боится, да, очень часто. Покупать на фундаменте или когда там еще другая постройка. Здесь как бы уже ты понимаешь, что вырисовывается, и цены будут еще расти, будет еще несколько поднятий. Поэтому хороший момент, чтобы зайти, немножечко подождать и получить просто конфету. Да, максимально уже не заработать, да, на проекте, я сразу буду, да, об этом говорить, потому что очень многие заходили на старте продаж, именно на перепродаже. Но для себя и на дальнейшую перспективу, потому что цены все равно растут, да, это будет очень хорошее вложение, хорошая квартира, потому что всегда в спросе для аренды, да, и всегда все равно она будет ликвидна. Просто вопрос, на каком этапе вы зашли. Максимально не заработаешь, но время – деньги. Сколько Согласна. мы уже прождали? Согласна, да. Сколько мы ждем? Полтора года? Здесь я говорю, вообще очень часто люди боятся покупать, да, на стадии продаж, на пресейлы. Это вы у нас рискнули, да, потому что, ну, мы сколько лет с вами снимаем, вы просто видите, что вот анонсировалось, вот построилось, вот анонсировалось, вот построилось. А для тех, кто переживает, вот самое то. Вот если бы я не снимала видео, если бы я только сейчас начала интересоваться, я бы взяла в таком комплексе, который наполовину построен. Вы знаете, я вот не знаю, по-моему, я очень часто это видео говорю, но вот совсем недавно у меня есть еще один проект, да, Sky Park, мы с вами его обязательно посмотрим. Я там тоже зашла на пресейле. Зашла я туда, получается... Купила квартиру, я перевожу на человеческий язык. Купила квартиру 1,5 года назад или 2. Даже 2, наверное. Это около нашего старого офиса, за забором стройка. Так вот, я год, ребята, просто нервно вот так вот вставала на крыльцо. С крыльца мне более-менее было видно, что там за забором. Думала, ну когда они начнут, они начнут. И у меня уже девчонки мои собственно говорят, Оль, ты что там все высматриваешь? Я говорю, стройку. Они говорят, так она же только в августе начнет в следующем году. А я так нервничала, то есть я вот в своей шкуре, да, была вот именно клиента, когда мы покупаем на пресейле, когда еще долго-долго до начала стройки. Это, конечно, ну, такое рискованное дело, да, для людей, кто не знаком близко с недвижкой. С застройщиками ты знакома, мы с ними знакомы через год. Понимаю, что все хорошо, но оно скоро начнет стройку, да, ну, это сказали в августе, значит начнется, но это нервозно. Поэтому у кого нервных клеток не столько, сколько у нас, заходим в Копакабану, которая строится. По коммунальным платежам, во сколько такая квартира будет обходиться в месяц? Коммунальный платеж у них составляет 70 бат за квадратный метр. То есть это у нас получается в среднем квартира 35 квадратов, будет обходиться в месяц около сколько? 35 умножить на 70, около 2500 бат. бат.
Это коммунальные платежи за бассейн, за обслуживание территории? В Таиланде, да, давай как раз тогда коснемся дополнительных платежей. У вас всегда есть, это называется common fee, годовое обслуживание. Да, здесь нет такой коммуналки, что там при отоплении, без отопления. Что входит в коммуналку? Это за пользование бассейна, за охрану, за пользование всей инфраструктуры, за вывоз мусора. И в Таиланде коммуналка платится за год вперед. Потому что, ну, здесь вот так вот принято, да, в начале года они вам высылают квитанцию или, да, в конце года, это все зависит от проекта, и вы оплачиваете на год вперед это коммунальные платежи. Часто путают коммуналку, common fee, с коммуналкой ежемесячной. То есть ежемесячно у вас есть всегда коммунальные платежи за свет и за воду. Сколько конкретно вы нажгли? Да. И если вы не пользуетесь, получается, квартирой, да, то есть у вас никто не живет, она, да, не сдается в аренду, то все равно есть такой тариф, как обслуживание счетчиков. Это 40-50 бат за счетчики за свет и за воду. Нельзя не платить. Очень часто, да, тоже вопрос. В Таиланде нет такой системы, что вы копите долги, и все у вас прекрасно. Потом приехали, разом и закрыли. Как только у нас пошла просрочка по свету, да, или по воде, у нас приезжают службы, отрезают счетчик, и у вас нет ни света, ни воды. Поэтому в Таиланде не копятся долги за коммуналку. Ну вот я сейчас живу в двушке, получается, да, у меня квартира в Ривьере Джамтьен. Свет я плачу примерно 4500 бат, это очень много, да. Потому что у тебя кондиционер Да. сутками, там у нее Потому кот что- под кондеем лежит целыми днями. Я оставляю кондиционер коту. Очень расточительно, я считаю. Да, я очень часто забываю просто его выключить, потому что я вечно куда-то бегу. Вот, а так в среднем такие квартиры двушки, да, это, ну, я думаю, что 3,5, вот так 3-3,5 Да люди я знаю, платят. что за однушку Нормальные. около 2. Вот так вот Вот. выходит. Что касается годового обслуживания, то вот у меня за 93 квадрата, получается, я плачу 71 тысячу годовое обслуживание. Все, поняла. Спасибо большое. Мы движемся дальше. То есть еще раз вернулись к тому, что кот дорого обходится. Видите, свет сколько жрет. Кота сюда привезти, как слона. Пока Света с Сашей снимали вам красивый обзор шаурмы, я думаю, блин, мы устали, закажу попить. Вот у нас стоят кокосы. Вышла Света с Сашей, говорит, а это что, за деньги или нет? Я говорю, да нет. Я платить не буду. В каждом шоуруме, смотрите, то есть вот у Копакабаны мы с вами можем покушать сладостей, попить молочка, сока, кокоса, поесть фруктиков. Но это еще не все. Я Саше сказала, снимай, пошли, Света. Что? Аккуратно, Саша. Пожалуйста. Если ты сильно перетрудился по шоурумам, присаживайся на массаж. Да ладно. Садись, садись. Правда? Да. Бесплатно? Да. Я платить не буду. Ты уже нажала на кнопочку, пока шла? Да? Да. Ой, как хорошо. О, уже пяточки пошли. Ты можешь выбрать себе любой режим массажа Классно. и посидеть, порелаксировать. Это опять-таки, да, к вопросу о показателе застройщики А и пусть что они в будет этом. в инфраструктуре. Я, кстати, думаю, что где-нибудь там будут они стоять, массажные эти Пусть в кресла. холле поставят у себя. Я там целый день буду. Встреча с подписчиками. Вот здесь тоже такая большая переговорная. А Саша еще спросила, можно кофе? Вот здесь, вот смотри, большой бар. Мы тут можем с тобой заказать фреш, кофе, холодный, горячий. И иногда даже бывают у них снеки в виде сэндвича. То есть это, да, в обед. Не сладости, а именно прям можно перекусить за эти. Ну что, Свет? Очень классно. Я люблю массажные кресла. Ой. Вот такая вот Копакабана Coral Reef. Мы с вами приехали в шоурум Embassy. Посмотреть шоурум, да, еще раз показать, презентовать новый проект Embassy Life, который просто на сегодняшний день самый топовый проект в городе. А потом проедем с вами, покажем стройку. Отличный же план. были. Мы тут уже были, я вспоминаю, как здесь занавес падал, какое было выступление красивое, какое шампанское было вкусно, и как нам вручали награду как лучшему агентству. Да, мы топ продажи в этом проекте у этого застройщика. Мы номер один, и надеюсь, мы им же и останемся в этом году. Поэтому держим лапки, в декабре посмотрим. Проект офигенный. Проходи еще раз как раз в спокойном режиме, мы все покажем, посмотрим. Савадика. Ой, какая красота. Как он в тот раз мне напомнил магазин Шанель, до сих пор такие же впечатления. Да? Да, красота. Но здесь же стоит, смотрите, ваш первый макет Embassy. Мы сегодня с вами уже увидели. Но мы сейчас его покажем в разрезе Ага. большом. Пойдемте. Сейчас посмотрим
Вот здесь проходит презентация проекта. Ну, как вкусно пахнет. Да, здесь мы прекрасно усаживаемся на кресло, и менеджер застройщика вам презентует здесь проект. Здесь как раз можно, да, пока посмотреть фотографии, но мы с вами презентацию чуть попозже будем смотреть, проходим дальше. Сейчас обязательно поймаем застройщика Алекса, и он нам с вами все покажет. У нас с вами здесь как раз, да, вот как говорят, соответствует ли рендер картинке. Вот здесь попробовали воплотить сам шоурум, да, вот здание, как мы видим, примерно так же, как будет сделано здание А, да, это центральный лобби в проекте Embassy. Это ваш проект. Да, я знаю. В проекте будет большое количество инфраструктуры. Ой, Вот какой такой холл будет роскошный. шикарный большой холл, красивый. Да, еще раз напоминаю, здесь в проекте будет работать консьерж-сервис. Также вот здесь есть информация про проект. Да, вы всегда, когда мы отправляем клиентам презентацию, можете это тоже смотреть. Вот у нас получается здание, 3 здания, локация Джамтьен, 3 8-этажных здания. И сколько получается у нас с вами будет инфраструктура, более 1000 квадратов, и всего лишь 470 квартир. Вот здесь указана локация проекта, да, что тоже очень удобно. Вот у нас с вами идет 2-й Джамтьен. И на 2-м Джамтьене у нас с вами располагается проект Embassy. Здесь вот напротив у нас примерно вот в этой части стоит ривьера построена. Идем с вами дальше. Это у нас инфраструктура проекта и все, что здесь будет. Вот у нас будут с вами джакузи, сад, террасы. У нас с вами будет бассейн, большой бассейн, маленький, то есть главный. Здесь будет пианино с джакузи. Здесь будет также отдельно детский бассейн, да, который вынесен. Здесь вот будут вот эти красивые балерины с фонтаном. Инфраструктура классная. На крыше будет у нас фонтан, кинотеатр, сад. Дальше у нас с вами идет зона спа. Подземная будет большая инфраструктура, это тренажерный зал интерактивный, будет у нас с вами подогреваемый бассейн. Почему подогреваемый? Потому что он у нас находится внутри в здании. Будет такая джентльменская комната, дипломат-бар, лаунж, бильярдная зона. Вот эти балерины красивые, да, инфраструктура получается внутри, и крыша выведена сюда отдельно. Как это все Очень будет? красиво. Это- Как в Италии. Это ваш дом. Даже не верится пока. Это Пока будет платим сауна. и платим. Картинки иногда смотрю. Это сауна, онсен, холодные горячие купели. Вот это круто. Я вообще люблю онсен. Это, кстати, тоже, знаете, пользуясь случаем, очень часто здесь спрашивают, а куда сходить, да, в Паттайе. Я думаю, что вы туда тоже сходите. Я очень люблю бани, я не знаю, как вы. И здесь есть японский онсен. Вы туда ходили? Вот, я на море, онсен спа. Вот кто хочет, кто прилетает, обязательно его посетите. Очень классное Там место. тоже купели вот такие вот. Там горячие, холодные купели, там отдельно мальчики, девочки, там Да. классный ресторан. Да? Да, с японской кухней. Вот такая вот у нас с вами инфраструктура. Видите, очень мало квартир в комплексе. Да. Но первый проект, он практически весь распродан, поэтому сейчас, уже цены, да, здесь космос. Мы Самое его показываем время, просто, чтобы я посмотрела еще раз. самое время заходить в проект Embassy Life 2. Да, это их 2-й проект Embassy. Мы обратились за помощью, за поддержкой, потому что лучше Алекса никто нам не расскажет про новый проект, да, и от лица застройщика Алекс нам презентует новый проект Embassy Life и расскажет про все новости по первому проекту. Алекс, передаю тебе слово. Благодарю. Ну, начнем, наверное, с первого проекта. Embassy активно сейчас строится. Мы построили уже примерно 3-4 этажа, то есть практически половина здания уже возведено. Так что полным ходом идет стройка. И, конечно же, мы запустили наш новый проект Embassy Life, потому что в Embassy практически уже 90% квартир продано. Вот. Так что новый проект Embassy Life, на мой взгляд, он еще интереснее, потому что там еще больше инфраструктуры, локация еще прям близко к морю, прям практически 5 минут, и вы на пляже. Про нас вы уже знаете, 20 лет компании на рынке, это Embassy Life, это наш 16-й проект, строим давно, один из старейших застройщиков в городе. Про инфраструктурные проекты не буду вам рассказывать, потому что я думаю, что все о них знают, кто подписан на соцсети галереи недвижимости, прекрасно в курсе этой ситуации. Расскажу вам про сам проект. Проект уникальный. Фактически это новый формат здания. Это не просто дом, не просто кондоминиум, который вы покупаете. Вы покупаете квартиру фактически в 5-звездочном отеле с огромным количеством инфраструктуры, порядка 7000 квадратных метров инфраструктуры, и есть консьерж-сервис. Это фактически сервисные апартаменты. Вы приезжаете к себе домой, вы можете позвонить на ресепшн, заказать все, что хотите. Там, начиная с уборки, персонального тренера, массажиста, стилиста, няни, экскурсионные программы, там, визовые вопросы, финансовые
финансовые вопросы, даже там ребенка в школу, если нужно устроить, все можно сделать по одному звонку на ресепшн. Вот, поэтому это новый концепт, абсолютно новый концепт в нашем городе. Находится буквально в 5 минут от пляжа, поэтому действительно премиальная локация, прямо на второй дороге, на самой главной транспортной артерии. Давайте посмотрим наш дом. Он небольшой, мы не гонимся за какими-то огромными высотками. Мы делаем классный концепт, который собирает из себя два лучших направления вообще из восьмиэтажные и высотные дома. Мы берем от восьмиэтажек красивый внутренний двор с бассейном с большим. При этом делаем все-таки 24 этажа, довольно высокий дом для того, чтобы были хорошие видовые характеристики. При этом у нас огромный внутренний двор с бассейном, порядка 2000 квадратных метров внутренний двор, около 70 метров в длину бассейн. И есть еще 18 террас в комплексе. Там и зеленые зоны, там и шезлонги, там зонтики. Также есть джакузи, поэтому вы можете наслаждаться шикарным видом на море, находясь прямо в джакузи. На крыше классный бассейн, порядка 30 метров в длину, стеклянная стеночка, инфинити эффект, площадки для загара, итого около 5000 квадратных метров открытой инфраструктуры. Также у нас есть трехэтажный корпус и минус первый этаж, итого 4 уровня инфраструктуры крытой. Больше 2000 квадратных метров, здесь каждый найдет чем заняться. С обратной стороны мы видим, что у нас шикарная локация, хорошее соседство, 8-этажный кондоминиум и шикарный поселок с виллами. И вот прямо перед нами Сиамский залив. Первый этаж минус первый этаж парковка. Прямо с нее 8 лифтов нас везут на этаж. Здесь же есть коммерческие помещения, какие-то магазины откроются, офис, все для вашего удобства. И попадаем в наш шикарный лобби. Поднимаемся на второй этаж, и здесь у нас коворкинговое пространство, здесь можно полноценно работать. Для детей у нас специальная детская комната с различными игрушками. Для тех, кто постарше, вот такое вот шикарное пространство. Здесь и PlayStation, и гоночные симуляторы, и VR. Вашим детям точно будет чем заняться. Также мы делаем специальный инновационный лаунж для того, чтобы дети учились также, изучали современные технологии. Поставим здесь 3D-принтеры, это пространство для обучения. Нырнем в наш внутренний двор. Попадаем в него, и мы видим, вот это наше шикарное здание, в котором мы сейчас были, снаружи, стилистика Шанель, арочные окна, джакузи на крыше, шикарный стеклянный панорамный лифт и шикарнейшая терраса с диванчиками, с фонтанами и с шезлонгами, погруженными прямо в воду. Рядом у нас пул-бар, профессиональный бассейн с различными течениями, вот такая вот красота внутреннего двора. И вот здесь вот такая интересная композиция, называется оркестр, это террасы с мини-бассейнами. Возвращаемся обратно в наше здание с инфраструктурой, поднимаемся на 3-й этаж, и здесь нас встречает вот такая вот интересная пещера, либо грот. Называется это Синота, из Мексики эта тема приехала к нам. Очень приятное пространство, где можно укрыться от жары, полежать, порелаксировать, соединиться с природой. Рядом суперсовременный тренажерный зал, порядка 240 квадратных метров. Здесь есть все необходимое оборудование, включая беговые дорожки с видом на море, эллипсные тренажеры. Есть огромное количество тренажеров различных, гантель. Есть даже полноценный ринг для занятий боксом, либо тайским боксом, сайклинг-комната. С другой стороны, порядка 200 метров спа-зона. Это ее ресепшн. При этом здесь есть еще полноценный салон красоты, парикмахерская, маникюр, педикюр. Вы можете это все заказать через ресепшн одним звонком. На 2 часа маникюр, на 3 часа массаж. Пожалуйста, приходите сюда, вас здесь ждет уже массажист, делает массаж в лучшем виде. Если это массаж масляный, здесь также есть душевая комната. Ну, такая интересная комната, многофункциональная, танцы, йога, медитации, все, что хотите. И нетривиальная сауна с большим экраном, чтобы вам было чем заняться. Поднимаемся на крышу этого здания. Здесь у нас красивый сад, джакузи и водоем с площадками для занятий йогой на свежем воздухе с видом на море. Спускаемся вниз, и опять же уникальное пространство мы впервые делаем не только для тела физическую инфраструктуру, но и для нашего ментального благополучия. Целый этаж сделан в виде шикарного зеркального лабиринта, и здесь будет 3 очень интересных комнаты. Первая из них — это круглый бассейн с панорамным видом. Такое ощущение, что мы с вами в Альпах, но на самом-то деле мы в Паттайе. Этот экран может меняться, здесь могут быть любые картинки, матрасы надувные, вы можете на них плавать, наслаждаться жизнью. Вторая комната — это комната с джакузи. Шикарные стеклянные занавески отделяют вас, делают приватность, вы можете здесь посидеть, порелаксировать, соединиться с собой. И третья комната — это комната с гималайской солью. Полностью вся сделана именно отделка гималайской соли, на полу также соль, и здесь у нас есть лавочки, либо шезлонги для того, чтобы вы могли полежать и подышать этими целебными парами. Вот наша крыша, Сиамский залив перед нами, остров Кулан, за него каждый вечер садится солнце, ваши места в партере, либо на одной из
наших шикарных террас. Для клиентов галереи недвижимости у нас специальные условия. Длинная беспроцентная рассрочка на 4 года. Есть квартиры студии с одной спальней, с 2 спальнями. Есть специальные квартиры под объединение. И цена за квартиру в нашем шикарном комплексе со всей инфраструктурой, которой вы можете пользоваться бесплатно, начинается от 3 миллионов 390 тысяч бат с беспроцентной рассрочкой на 4 года. Так что обращайтесь в галерею недвижимости, вас там сориентируют по текущим ценам и предложениям. Ну что, Свет, пойдем посмотрим вашу строящуюся квартиру в Эмбасси. Пойдем. Еще раз инспекция, потому что, говорю, мы были на открытии, все было бегом. Да, мы на открытие заходили, было много народу, приходилось быстро снимать, там уже очередь стояла, все тоже хотели поснимать. Сейчас можно спокойно все посмотреть. Какая здесь история? Вот эта квартира в точности такая же, как мы купили в первом Эмбасси. Во втором Эмбасси будет отличаться только здание и инфраструктура, а квартиры будут точно такие же, с той же мебелью и дизайном. Только высота потолка в Embassy Life будет немного выше потолки, на 20-30 сантиметров. А так вся отделка, меблировка, вся бытовая техника, все будет так, как здесь, за исключением декора. То есть, да, здесь вот этих вот резных люстр, цветочков у нас не будет. А все остальное, что вы видите, все будет. Очень классный балкон, тоже у них большой, хороший балкон. Да, хороший, можно тоже стул, спокойно 2 стула поместить, И сушилка, мне нравится спрятанные, вот эта кондиционеры. идея, то, что убрали кондиционера. То есть вот здесь вот есть вывод под стиральную машину. Туда хорошо встанет узкая стиральная машина. И это все дело очень красиво, да, вот так вот у нас с вами закрывается. Ой, красота. Да, чтобы на нас не дул горячий воздух с кондея, и было спрятано у нас там стиральная машинка. Вообще отлично. Все в таком французском стиле. Черно-белое. Мы с Олей сегодня наряжались именно под стиль Эмбасси. Мы знали, Ну ты у куда нас мы всегда модная. шли. Ой, Я в каждом шоуруме что-то нахожу себе. Отсюда будем выносить балерину. Там шляпа, там балерина. Красиво, Очень да? красиво. Очень так тематически. да. Как раз под фонтан, который будет на лобби. Санузел проходите, это я, собственно, в санузеле Вот этот столик еще, растащила. обратите внимание, для девочек очень важная вещь на отдыхе или для длительного проживания. Можно сюда косметику положить, мягкий пуф, накраситься. Ой, ну супер. Вход, кстати, в санузел и из спальни, и из гостиной. Да, это важно. Напишите в комментариях, где вам больше понравился интерьер, в Копакабана 2 или в Эмбасси. Мне будет очень интересно почитать, потому что они, в принципе, похожи, но разные. Разные. А пойдемте еще я вам покажем большую квартиру, шоурум Embassy Life на 2-м этаже. Это то, как можно объединить. Ага. Оля, идем в гостиную. У меня к тебе быстренько еще один вопрос по платежам. Да. Какая здесь система платежей вот в Embassy Life? Мы говорим про второй проект, потому что первый, где купили мы, уже все продано. Да, в Embassy Life еще есть доступные квартиры, да, минимальная цена это у нас 3 390 за квартиру-студио, и пошли выше. Здесь доступны квартиры-студио с 1 спальней, с 2 спальнями и квартиры с террасами. График платежей у нас с вами депозит для бронирования составляет 50 тысяч бат, потом у нас идет контрактный платеж. Контрактный платеж 27% от стоимости квартиры. Вот он, стандартный график, идет в течение месяца, но для нас, да, у нас с застройщиком свои договоренности, спецусловия, да, свои специальные скидки также возможны. Они вообще друзья. Да, у нас есть возможность разбивки первого контрактного платежа под ваш запрос, да, ну, по моему опыту мы уже делали, разбивали и на 2 месяца, и на 3 месяца вот этот первый контрактный платеж. Дальше у вас идет в рассрочку, на 8, получается, у нас платежей идет 43%, то есть разбивка, и оставшееся у нас с вами идет на ключ, когда проект застроится, когда проект готов. То есть у нас идет депозит 27%, да, потом давайте до ровного 50% идет в рассрочку, у нас на 8 платежей, это получается почти на 4 года, и финальный платеж вы платите на ключ, когда сдается проект. Проект сдается в 2029 году. Вот эта квартира, это уже мой размерчик. С вами Embassy Life, 105 квадратов, квартира с 2 спальнями. Почему говорю мой размерчик? Это вы там ничего не подумайте, про меня просто мне все время мало места. И у меня кот это просто, ну, он сжирает всю площадь, понимаете? Ураган. Как минимум 50 квадратов надо коту. Да, мы тоже восхищались планировкой. Она продуманная, удобная, без всяких несущих стен, которые стоят посреди комнаты, колонн, которые невозможно обыграть. Просто большая, идеальная, прямоугольная гостиная с островом, большой кухней, большим холодильником, большим обеденным столом на 6 персон, при желании можно на 8 сделать, и 2 отличные просторные спальни со своим санузлом. Посмотрите, какая спальня номер 1 красивая. Вон там сумка Шанель. Так,
Как вы думаете, подходит мне? Ой, а я вот что хочу. Подходит. Ты балерину бери, я сумку возьму. Кровать, такая кушетка, очень тоже красивое изголовье. Мы когда покупали квартиру в этом комплексе, в Embassy первом, мы не знали вообще, что будет. Мы знали, что классный застройщик всегда делает из хороших материалов, стильно, красиво. Будет красиво. А что будет, понятия не имели. Все-таки переживали. Я очень не хотела там каких-то ярких тонов. Хотелось спокойное, стильное, как в дорогом отеле. И когда прислали рендеры готовые, мы их очень ждали. И Оля говорит, готовы? Мы такие, да. Она говорит, все, садитесь, сейчас скину рендеры. И мы посмотрели, подумали, вау, как красиво. Спальня прям очень понравилась, санузел. Я прям прыгала от того, что да, это попадание в то, что я хочу. Все-таки, когда покупаешь вслепую, есть элемент неожиданности. Но все прошло хорошо. Места для хранения много. Посмотрите, сколько здесь шкафов. Вот так вот они углом сделаны. Санузел номер 1. Можно закрыться и принимать душ. Также сюда влазит ванна. То есть... Вот, Оля эксперт, как впихнуть невпихуемое. Я просто очень люблю ванны. Я спрашивала застройщика, говорю, а почему в шоуруме не поставили сразу с ванной? Потому что это стало, очень востребовано, очень многие спрашивают. И здесь у застройщика без проблем можно по договоренности установить для себя дополнительно ванную комнату, да, то есть ванну. И вот сюда она по размеру встает полноценная ванна. Можно и душ оставить, и ванну. Ну там у нас есть еще один большой санузел, главный. Ага. Пошли, посмотрим. То есть можно сделать где-то душ, где-то ванну сделать. Слушай, тут прям столько места. Прям вообще. идешь, она не заканчивается. И все-таки цвет, вот, да, светлые тона квартиры делают свое. Она Да. прям и так большая, на 105 квадратов, и вот визуально очень увеличивает белый Здесь цвет. даже 3 спальни. Я почему-то по 3? памяти думала, что здесь 2, а здесь еще 3. это 105, да. Вот, посмотрите, вот такая есть спальня, гостевая. Небольшая, но очень классная. И мне нравится, какие они выбрали цвета. Холодные. В Таиланде всегда жарко. И вот этот синий, белый, черный, они немножечко освежают. И вот, посмотрите, какая еще роскошная спальня. Так нравится отделка стен. Мне так нравятся вот эти материалы. Я видела сама лично, как дизайнеры этого проекта подбирали материалы. Согласовывали подушки, текстиль, мебель на компьютере и голосовали за конкретные варианты. Так что здесь все серьезно, ребята. И вот такой санузел, еще один. Также душ, раковина, туалет. Плитка мне вот это очень нравится, как соты пчелиные. Вообще красиво. Видно, что дизайнеры европейские постарались. И также система хранения угловая. Оля, сколько стоит такая квартира большая? Такая квартира у нас будет стоить от 7 миллионов бат и выше. И 3-й санузел, у каждой спальни свой. Тоже посмотрите, душевая и туалет, раковина, зеркало. Классно, никто не будет никого ждать. А я обращаю внимание, потому что у нас очень много новых зрителей и подписчиков. А вот здесь, да, так как мы находимся в шоуруме, у нас нету дверей. Но, естественно, в квартире в готовой будут двери. Да, вот у нас в комнату дверь, в санузел дверь, туда дверь в главную комнату. И дверь туда будет в 3-ю спальню, получается. И еще посмотрите, какой большой балкон. Такой длинный, Балкон классный. вообще. Роскошный. Я в прошлый раз не успела на него выйти. Там люди ждали. Давайте выйду сегодня. Вау, просто гигантский. Сколько еще 2 спальни можно сделать. Представьте, какой большой здесь стол поместится. Плетеная мебель красивая, во французском стиле. Пьешь вино, смотришь на закат, я вышла, на прям Калане. вдохнула, потому что у меня тоже дома балкон, да, ну вот где мы с вами часто тоже встречаемся, он меньше. А я просто от балкона кайфую, а здесь тут же можно столько всего организовать. Да, Закаты шикарные. там караоке твой будет, а тут Симба, территория его. Проект как раз-таки, да, он по локации находится рядом с проектом Атлантис на 2-й дороге, да, там буквально 200 метров до моря, и он повернут к морю. И то есть, что боковые виды, получается, что фронтальные виды на море, они все будут на закат. Ой, То есть роскошно. шикарно. На С наш такого любимый балкона Колан. просто. Все мы любим Колан. За его красоту, доступность, классное море и пляжи. Главная кошатница Таиланда – это Оля. Кстати, пользуясь случаем, рассказываю, что у Оли есть кошачий приют, который она содержит и является Кормилицей. Котомама. кормилицей тайских Котомама. бездомных кошек. Видите, в Embassy Life все как положено. Первый в дом заходит кошка, вот она здесь стоит. Оля, хочу тебе задать такой вопрос. Вот по твоим ощущениям, по твоему опыту, насколько дорожают квартиры в этих проектах? В нашем, где мы купили, и вот в этом втором? Я вот последние годы не берусь, как я говорю, я же не Ванга,
да, ванговать. Я опираюсь четко на цифры, да, на результаты, на итоги. Если мы посмотрим с вами первый проект Embassy ваш, да, где вы у меня купили квартиру, вы купили квартиру на самом почти, да, старте продаж. На сегодняшний день первый проект, в зависимости от квадратуры, квартиры подорожали от 50 до 80%. То есть они когда-то, да, начинались от 2 890 квартиры, стартовали на самом преселе, когда были просто одни чертежи. Да, потом была минимальная цена, это 300, 3200, это были супер цены, когда более-менее, да, хоть какая-то информация по проекту получилась. А сейчас у застройщика минимальная цена 4900, 5-5,5 на оставшиеся квартиры. Поэтому, если мы берем, ну, какая, да, будет статистика по второму проекту, я думаю, что она будет идентична первому. И сейчас, да, то есть несмотря на то, что старт продаж у нас был, когда полгода назад, да, мы с вами анонсировали, уже этот проект подорожал на 5, на 7, на 10%, это зависит от квадратуры, но это самые минимальные цены еще. И вот в этом году уже под Новый год этот проект будет набирать, как это было с Embassy. Но я думаю, что это будет также подорожание минимум от 50 и выше процентов. Мы посмотрели и показали вам шоурум. Мы здесь уже были, мы это уже видели, но есть то, чего мы не видели. Стройку своими глазами на месте, и сейчас мы приедем на стройку нашего дома. Как раз вы на видео так что показывали кусочек земли, но уже перевернулся. Я стройку наблюдаю всем каждый день. Вот я вот обещаю, меня все время просят апдейт, вот теперь, ребята, я буду контролировать. Будут вам каждый месяц фото. Зрители написали и просили ребята, говорят, стройку Embassy поснимайте, пожалуйста. Поехали. Я написала в наш Телеграм, сделаем. Так что вот, если у вас есть какие-то для нас экстренные просьбы, пишите в наш Телеграм, заходите, и мы все сделаем. Я надеюсь, да, что нас пустят на стройку. Если не пустят, то с моей квартиры мы все увидим. Ну или сбоку там можем подъехать. Поехали. И мы на стройке! Ура! Эксклюзив. Мы Смотрели. сюда первые пробрались. Смотрели на фотках, которые нам присылали в качестве отчетов. Ну, конечно, в реальности все по-другому. В реальности больше, по ощущениям. Наш блок еще не построен, да? Только вот металлоконструкция. Он будет с той стороны с видом на Колан. А вот эти блоки уже поднимаются. Ну, вот 3-4 этаж. Можете посмотреть, оценить размер резорта. Пойдем пройдем. Бросается в глаза что? Очень много рабочих. Работа кипит. Что приятно. Я вот иногда думаю, смотрю картинки, плачу деньги, думаю, вот интересно там, что, как. А потом делаю свои дела и думаю, вот я делаю свои дела, да, а дом растет, мои инвестиции растут. Савадика. Это приятно. Ты ничего не делаешь, а дорожает. Оля, скажи, пожалуйста, сколько наших зрителей купили здесь квартиры? Сколько будет соседей среди наших подписчиков? Я думаю, что около 30 их будет точно. Вот, очень много покупали, а я сейчас стою, смотрю, потому что я впервые на стройке, я смотрю ее из окошка, да, она, во-первых, масштабная, посмотреть, сколько людей, а второй момент, покажи, Саш, пожалуйста, вот построенный, да, где видно этажи. Вот у нас получается 1, 2, 3, 4 этажа. И это по поводу того, как мы говорили, какой будет вид. Вилла примерно по высоте получается у нас 3-й этаж. Поэтому виды будут шикарные. У вас вообще 7-й этаж супер. Вообще, когда вы покупаете квартиру у Оли, вы еще получаете профессиональную экспертную консультацию по выбору самой квартиры. Потому что квартир много и есть варианты по одной цене, но только Оля знает, где земля продана, где что еще вырастет, где вид перекроется, где не перекроется, какие квартиры даже по одной стоимости, какой из них лучше взять, чтобы потом выгоднее ее продать и быстрее, и легче. Да, все так, потому что есть действительно квартиры, где напротив, да, где-то мусорные блоки, мы это знаем, где-то лифтовые шахты, хотя здесь все, да, и застройщики нам будут говорить, и все, что это не шумно, я не рекомендую покупать вот такие квартиры. Мы с Олей, когда брали план проекта, она говорит, вроде как квартир много, там, но хороших по пальцам пересчитать. Она всегда выбирает для вас, как для себя. Всегда, когда дом, да, выходит, там прям вот кажется, столько квартир, выбор разбегается, там глаза разбегаются, а нет. А бывает такое, что квартиры в комплексе еще остались, но Оля говорит, нет, здесь ничего хорошего уже не осталось, не надо его брать, подождем другой. Если вы хотите купить квартиру в Паттайе или на Пхукете, то контакты нашей дорогой Оли мы оставим внизу, как всегда, в описании под этим видео. С уверенностью рекомендую Олю, потому что мы работаем вместе уже более 11 лет. И на тебя всегда самые лучшие отзывы от наших зрителей. Спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что ты никуда не уезжаешь,
что ты здесь так долго работаешь, за твою экспертность. Спасибо за рекомендации. Всем, чем сможем, поможем. Сделаем, как говорится, все, что от нас требуется. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Увидимся в следующих выпусках. Вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока!